Добрый день, друзья! Сегодня печем самые нежные, самые мягкие булочки с творогом. Тесто будет дрожжевое, поэтому в миску вливаем 300 мл теплого молока, всыпаем 2 столовые ложки сахара, 10 грамм сухих дрожжей и перемешиваем все венчиком. Накрываем тонким полотенцем и даем дрожжам активироваться. Через 15 минут добавляем щепотку соли. Вливаем 50 мл растительного масла и 3 столовые ложки меда. Перемешиваем венчиком и добавляем просеянную муку. Всыпаем ее частями. Муки у меня обычно уходит 450-470 грамм. Тесто для булочек я готовлю без добавления яиц, за счет чего оно долго не черствеет. Булочки с легкостью могут лежать и неделю, но поверьте мне, они съедаются в первый же день. А за счет добавления растительного масла тесто получается воздушное, легкое и совсем не сухое. После замешивания тесто должно остаться очень мягким, но в то же время не прилипать к рукам. Миску, в которой замешивали тесто, смазываем растительным маслом, кладем шарик теста, накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте для увеличения в объеме как минимум в 2 раза. Я ставлю в электрическую духовку на 40 градусов, дверцу закрываю. Тесто подходит за полчаса. Кто смотрит мои рецепты не первый раз, знает, что это самый любимый мой способ. Ну а теперь давайте приготовим творожную начинку для булочек. Для этого творог, сахар, яйцо, ванилин или ванильный сахар и кукурузный крахмал соединяем вместе. А именно перетираем все ложкой до однородной консистенции. Начинка готова, к этому времени подошло и тесто. Руки смазываем растительным маслом, чтобы удобнее было работать с тестом. И посмотрите, насколько оно воздушное. Слегка обминаем тесто руками и перекладываем на припыленный мукой стол. Теперь приплющиваем его слегка, сверху тоже присыпаем мукой и раскатываем в большой пласт. Тонко не раскатывайте, толщина должна быть не менее 3 мм. Далее раскатанное тесто смазываем мягким сливочным маслом. Задай интересующий тебя вопрос мне в комментариях. Я обязательно отвечу. Выкладываем творожную начинку и равномерно размазываем ее по всей поверхности пласта. На творог раскладываем изюм, вяленую вишню, клюкву или шоколадные капельки, кому что нравится больше. Сегодня мои булочки будут с изюмом. Теперь аккуратно скручиваем тесто в рулет и защипываем края. У меня на канале есть множество рецептов булочек с разными начинками и разнообразными формами. Заходите в плейлист «Выпечка», выбирайте рецепт по душе и радуйте своих родных домашними и вкусными булочками. А ссылку на плейлист вы сейчас видите в верхнем правом углу. Теперь большой рулет нарезаем на 13-14 кусочков шириной 3,5 см. Здесь самое главное, чтобы нож был очень острый, и после каждого раза его нужно протирать салфеткой и обсыпать мукой. Тогда булочки получаются красивыми и с ровными краями. Срезы у маленьких рулетиков обсыпаем мукой, чтобы начинка лучше держалась,
и перекладываем заготовки на противень, застеленный бумагой для выпечки. Накрываем полотенцем и даем постоять 20 минут в теплом месте и вырасти. После чего смазываем булочки смесью желтка и молока. На 2 желтка берем 2 столовые ложки молока и хорошо перемешиваем. Обмазываем булочки как сбоку, так и сверху. Ставим выпекаться в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Они шикарно поднимаются, получаются румяными, мягкими и красивыми. Достаем их из духовки, даем полностью остыть и присыпаем сахарной пудрой. Нежное тесто как пух, много творожной начинки и ароматный свежезаваренный чай. Что еще нужно для счастья? Пеките на здоровье, а я жду от вас комментариев. Понравился ли вам рецепт и будете ли вы его готовить? Не забывайте подписываться на канал, рядом нажимать на колокольчик, чтобы первыми смотреть новые рецепты. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».